Доброго дня, уважаемые друзья! В одном из предыдущих видео я упомянул, что апнув комп, получил доступ к играм с высокими требованиями к железу. И одной из таких игр стала, конечно же, Fallout 4. Я поклонник всей серии Fallout, и как и в Diablo, играю в них с первой части уже много лет. Немного поразмыслив, я решил запилить некий Fallout влог, в котором максимально быстро буду показывать продвижение по сюжету и самые запоминающиеся моменты игры. Я не фанат записи многочасовых прохождений, поэтому традиционно будем все ужимать в короткие ролики. Играть мы будем на самой высокой сложности, в выживании. Эх, я еще тогда не знал, насколько это будет смахивать на тамагочи. Покорми, напои, спать уложи, сказку на ночь расскажи. Но вместе с тем играть на начальном этапе действительно сложно и интересно. А отсутствие возможности сохраняться в любое время добавляет в игру элемент неожиданности, который я уже неоднократно испытал, очень сильно пожалев, что нет волшебной кнопки сохраниться. Также в этом режиме отключено быстрое перемещение, и по всей карте нужно бегать ножками. Но я молчу о всевозможных болезнях, инфекциях, усталости, голоде, жажде, увеличенной смертности от выстрелов врагов. Это просто жесть. Ну, отдельные темы, такие как спутники, пупсы, журналы, оснащение, лайфхаки и так далее, буду формировать в отдельные ролики. Сразу же я говорю, что Diablo по-прежнему остается главным контентом канала, но теперь уже не единственным. Выбравшись из убежища и осознав, что привычный мир больше не тот, двигаемся на остатки разрушенного санктуария. С чего-то же надо начинать великий поход. Встретив робота Дворецкого, отправляем его добывать мясо от тараканов и мутировавших мух. С чем он прекрасно справился. Самый главный стат в каждой из игр Fallout — это, конечно же, интеллект. Его качаем максимально высоко, оставляя очко для будущего пупса. По ходу дела собираем весь хлам, который встречается на пути. Игра позволяет почувствовать себя в роли крутого мусорщика. И это не шутка. Мы реально теперь должны собирать все, что плохо лежит, так как все это ресурсы для последующей стройки и модернизации вооружения и брони. В своем поселении разжиться начальными ресурсами можно, просто разобрав ненужные и сломанные предметы обихода. Будущим жителям нужны будут только кровати и еда, а без столов, стульев и туалетов они прекрасно обойдутся. Максимально быстро нужно вкачать взлом замков и терминалов, коих по просторам Содружества довольно много. И все ништяки обычно лежат за закрытыми замками. Все станки, кроме самой мастерской, можно свободно перемещать в пределах поселения. Я себе организовал небольшой штаб рядом с входом, чтобы далеко не бегать. Привычные навыки из прошлых частей в четвертом Fallout заменены перками из найденных журналов, которые в свою очередь разбросаны по всяким злачным местам. Пустые бутылки, как и бутылки с пивом, наполняйте чистой или грязной водой для утоления жажды или приготовления пищи. Так что из всего хлама мастерской забирайте бутылки и отправляйтесь в колонки их наполнять. Воды понадобится много, ее придется пить после каждого применения стимулятора или препаратов. Кстати, хлам можно скидывать в любой из станков в пределах одного поселения. Грязную воду можно набрать в бутылку из любой лужи или речки, которая находится рядом. Можно также просто вручную разобрать все найденные предметы на компоненты. Думал, мне так будет проще их транспортировать, но потом, когда открыл линии снабжения, эта необходимость отпала само собой. Итак, будка для псины и, конечно же, кровать для себя. Уж больно часто приходится спать. Не забываем обеспечить себя едой. Есть придется не реже, чем пить. Выживание, оно себе такое, да. А вообще собираем ингредиенты на суп белки, который даст нам плюс 2% опыта на пару реальных часов игры. И в завершении приготовления отдел на себя шмотки с бонусом к харизме. Именно от нее зависит ваше благосостояние. Ведь чем выше параметр, тем выгоднее торговаться. Сохраняться в режиме выживания можно только поспав не менее 1 часа в кровати или спальном мешке. Но только в кровати можно выспаться и получить заряд бодрости на некоторое время, дающий плюс 10% к опыту и прибавку к характеристикам. Закончив все приготовления, двинулся в ближайший город, о котором поведал дружище Котсворт. И по пути набрел на заправочную станцию, где ждет первый спутник в виде пса, которого можно взять с собой. Помнится, в 3-й части надо было дать кусок мяса, здесь же пес пойдет совершенно бесплатно. Расправившись с кротокрысами, двигаем дальше, не забыв, конечно, содрать с них шкуру, вырвать зубы и освежевать мясо. Да. Быстренько грохнув нескольких рейдеров, атакующих музей свободы в Конкорде, в котором засела горстка поселенцев, мы встречаем нового будущего спутника Престона Гарви, возглавляющего данную могучую кучку.
Но не все так гладко. Если настигает смерть, то придется начинать от последней койки, и порой это капец как далеко. Так что частенько перестраховываешься, а когда идешь в банк, то либо вывезешь, либо будешь долго ругаться. Пробившись к нему через рейдеров в самом музее, узнаем, чего, собственно, они здесь забыли. I like it. Ну а особенно колоритный персонаж – это безумная старушка, сидящая на наркоте. Mama Murphy, I need more. В этой же комнате находим наш первый пупс, +1 к восприятию. Теперь стрелять станет немного проще. Кстати, в этой же комнате под столом с терминалом лежит еще один журнальчик. Его я, к сожалению, сразу не заметил. Двигаясь по квесту, мы получаем нашу первую силовую броню Т-45. Учитывая уровень выносливости, в ближайшие уровни это к 80, из нее вообще выходить будет крайне опасно. Играть буду за снайпера через ВАКС. И предположительно мне понадобится восприятие и удача. Выносливость поставил единичку, ибо если уж пуля долетит, то лишние пара десятков хитов погоды не сделают. И завершающим штрихом этого начального квеста становится бой с когтем смерти. Эта туша мяса с огромными когтями реально может ошеломить при первом знакомстве. Гасится такая зверюга, как и остальные габаритные монстры, типа робота-охранника или короля-болотника с его маткой, через дверной проем, в который они просто не могут пройти. Нужно заманить жертву к такому домику и просто методично снести ей башку. Беда всех спутников в их относительной бесполезности, хотя может это просто от того, что я люблю бегать в соло. Ну а после победы и бесчисленных поздравлений и уверений в дружбе, возвращаемся отстраивать свою деревню. Но это уже совсем другая история. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца, надеюсь оно вам понравилось. И если так, то ждите новых серий Fallout влога в пустошах Содружества. А с вами был Астек. Всем огромной удачи и до новых встреч в новых видео. Всем пока-пока.